Найти корейца во дворе несложно. Ну все, я затянул минусовую клемму. Кстати, интересно, что быстрее подогреет? Мы попробуем проверить на этом автомобиле. Идет как по маслу. А лампочка у нас продолжает работать. Антон, я еще не дошел до нее, понимаешь? Вот сейчас я дойду. Автомобиль промерз. Так как под капотом у нас подключен дополнительный аккумулятор, питание сейчас не пропадет. По сути дела, мотор открылся наружу всеми масляными уплотнениями, и все масло вылилось на улицу. Пацаны, это крутяк вообще! Прям такая, говорю на камеру. Все, мы готовы. Всем привет! Начиная с этого ролика мы сформируем новый плейлист, и в нем поднимем проблемы, которые затрагивают автовладельцев в холодное время года. Некоторые из нас хранят машины в теплых паркингах, но большинство все же используют уличное хранение, в том числе при экстремально низких температурах. Как же выживают машины в России и за рубежом? Чем согреваются, с какими угрозами при этом сталкиваются и как эти неприятности лучше преодолеть? Все эти вопросы мы раскроем в новой рубрике. Для этого посетим некоторые города европейской части России, Сибири, ну и в конечном результате составим итоговую таблицу с плюсами и минусами всех существующих способов. Сформируем идеальные и эффективные решения с рекомендациями. Причин прогрева автомобиля две. Комфорт, чтобы сесть в теплый автомобиль, и вторая, чтобы двигатель вообще завелся. Итак, наиболее распространенный способ согреть машину в России зимой – это автозапуск двигателя при помощи автосигнализации. Однако это сопровождается некоторыми угрозами. Например, по мнению многих, это облегчает угон. К примеру, в московском регионе по наблюдению полиции в этом сезоне крайне популярно хищение корейских машин с системами автозапуска. Посмотрим, в чем же причина. Такое ощущение, что производители корейских автомобилей работают на руку гонщикам. Мало того, что их штатная охранная система малоэффективна, так помимо этого в новых моделях имеются конструктивные особенности и слабые места, которые я вам сейчас покажу. Найти корейца во дворе несложно. Обычно с утра такие автомобили стоят с заведенным двигателем без владельца поблизости. К примеру, эта машина. Она явно новая. На приборной панели виден пробег 30 километров. Как правило, из автосалона такие автомобили выезжают с подарками. И это обычно сигнализация с дистанционным запуском. Во время прогрева у сигнализации выключен датчик удара, но продолжает работать зона дверей. Поэтому отключаю дверной разъем, идущий на концевик при помощи специнструмента. Затем проворачиваю личинку. После открытия нет реакции, поскольку разъем отключен, но сигнализация все еще под охраной. Для начала дублирую поддержку зажигания при помощи двух перемычек за кик-панелью. Теперь мне надо найти питание автосигнализации. Но если установка потоковая, то это не составит труда. Вынимаю предохранитель сигналки, ну и поскольку двигатель уже запущен, можно ехать. Вот такой быстрый угон по времени, занимающий минуту. Как от него защититься? Два простых способа мы покажем чуть позже. А сперва нас интересует вопрос, насколько хорошо и правильно использовать холодный запуск двигателя при критических отрицательных температурах. Чтобы найти на него ответ, мы обратимся к профессиональному гонщику Алексею Васильеву, эксплуатирующему элементы двигателя в экстремально низких температурных условиях. Если мы запускаем неподогретый мотор, то вероятность случайных факторов, которые могут сказаться на разрушении мотора, очень велика. Могут задраться вкладыши, могут поршни образоваться задиры на гильзах, может прихватить распред валв головки цилиндров из-за того, что тепловой зазор в постели был меньше, чем необходим для нормального функционирования этого мотора. Был у меня такой случай, когда на автомобиле Mercedes техничка, которая везет гоночный автомобиль на соревнования,
соревнований. На этом автомобиле, после того, как мы завели, утром, выйдя из гостиницы, мотор работал, все было хорошо, но из-за того, что на улице был очень большой мороз, и между двигателем и улицей была большая разница в температуре, мотор был не прогрет полностью, замерзла система вентиляции картерных газов. Это так называемые пары, которые скапливаются внутри мотора, они выходят в систему впуска. И вот в этой трубке у нас образовался лед, мотор полностью перестал дышать, как мы говорим, и выплюнул наружу все сальники. По сути дела, мотор открылся наружу всеми масляными уплотнениями, и все масло вылилось на улицу, и техничка не смогла довести автомобиль до соревнований. Вот теперь мы на все наши технички командные ставим предпусковые подогреватели. Прогрев мотора от предпускового подогревателя, он, безусловно, предпочтительнее относительно обычного прогрева мотора от стартера и работы от циклов сгорания. Предпочтительнее тем, что вы запускаете мотор, который уже находится в предпочтительных для его работы зазорах. Все зазоры, во всех узлах, распредвал уже в постели находится, в которой он легко крутится, потому что алюминий расширился. Вот то же самое касательно поршней. Поршни перемещаются в цилиндрах, которые уже между собой имеют тот необходимый зазор, который с завода был изготовлен. Итак, получается, что при экстремально низких температурах подогрев в виде автозапуска двигателя не очень-то полезен для ресурса мотора. Вот для чего придумали еще один, теперь уже довольно распространенный способ. Это предпусковой подогреватель. Вот так выглядят эти устройства. Устанавливаются они в подкапотном пространстве и, используя топливо из бака машины, которое воспламеняется в камере сгорания котла, подогревают антифриз в системе охлаждения автомобиля и, как следствие, двигатель и салон. Кстати, интересно, что быстрее подогреет? Автозапуск или Webasto? Мы попробуем проверить на этом автомобиле с бензиновым двигателем. Мы установили в салоне специальный термодатчик, поверенный по ГОСТу. С него мы будем снимать показания. Запускаем запись на температурном датчике, установленном в салоне. На нем сейчас мы видим показания в 1 градус. Итак, мы запускаем котел. Таймер у нас настроен на 30 минут. Через 30 минут мы посмотрим на результат. Итак, спустя 30 минут на нашем термометре 9,6 градусов. Теперь дадим машине охладиться и проверим показания на автозапуске. Итак, у нас автомобиль охладился в достаточной степени. Мы вновь активируем температурный датчик, который установлен в салоне. Сейчас у нас фиксируются показания 1,1 градуса. Закрываем салон автомобиля, включаем автозапуск, ждем 30 минут и вновь снимаем результаты термометра. Посмотрим, как они отличаются от значений, достигнутых с предпусковым подогревателем. Итак, сейчас при помощи мобильного приложения мы запускаем двигатель. Двигатель запустился, через 30 минут мы снимем показания. И стоит отметить одну важную особенность. На автозапуске, в отличие от предпускового подогревателя, подогреваются зеркала, стекла, кресла, а также руль. Итак, работа автозапуска у нас прекращена, и на термометре 14 градусов. Все показания мы слили на компьютер, сейчас на графиках мы их проанализируем. Хочется отметить, что на BMW был установлен котел Webasto Comfort. Это самый мощный котел, который есть в линейке Webasto. И рассчитан он на 2 контура, то есть на двигатель и на прогрев салона автомобиля. И как видим на графике, с 1 градуса температура за полчаса у нас поднялась до 9 градусов. То есть разница составила 8 градусов. При тех же временных условиях температура салона на автозапуске прогревается за 30 минут с 1 градуса до 14, что составляет в 1,5 раза быстрее, чем на предпусковом подогревателе. Во время автозапуска двигателя от автосигнализации происходит заряд штатного аккумулятора. А во время работы предпускового подогревателя происходит только разряд. Насколько это критично в современных автомобилях? Проведем эксперимент и для этого переместимся на производство аккумуляторных батарей в Нижний Новгород. Технические характеристики у предпускового подогревателя заявлены одни. А что происходит в реальности, мы сейчас увидим. Для этого мы взяли автомобиль BMW,
Стас, что мы сейчас с ним будем делать? Сейчас разрыв бортового аккумулятора, мы подключим специальное оборудование, с помощью которого в течение определенного времени будем измерять ток, который будет потреблять бортовая сеть с включенным котлом, и сделаем соответствующие выводы. На улице минусовая температура, автомобиль промерз. Приступаем. Так, для начала под капотом мы подключим параллельно резервный аккумулятор, чтобы у нас не пропадало питание. Специально отведенные для этого штатные места. Так как под капотом у нас подключен дополнительный аккумулятор, питание сейчас не пропадет. То теперь мы должны видеть данные с этого шунта, то есть какой ток потребляет или наоборот каким током заряжается батарея. Теперь для чистоты эксперимента дополнительную батарею мы отключаем. Данное оборудование фиксирует падение напряжения на шунте, которое мы подключили в разрыв цепи питания аккумулятора. Далее мы поделим это значение на сопротивление шунта и по закону Ома получим потребляемый ток. Итак, запускаем котел и начинаем измерение. На графике мы видим скачок, он соответствует моменту включения котла. Эти данные мы будем собирать в течение определенного времени, чтобы посмотреть, как ток потребления меняется. Хорошо слышно звук и визуально видно, идет дымок из-под крыла. Здесь обратите внимание, на асфальте характерное пятно, то, что тоже начинает оттаивать. По мере прогрева антифриза включается следующая скорость печки, и как мы видим, график просел, это означает, что напряжение немножко просело, а это значит, что нагрузка возросла. Предпусковой подогреватель отработал положенное время, остановился, и сейчас мы переместимся в лабораторию для того, чтобы проанализировать полученные данные. В данном случае температура на улице минус 5 градусов, аккумулятор практически новый, а средний ток потребления составил около 7 ампер. Поэтому проблем с запуском двигателя в данном случае быть не должно. Однако стоит отметить, что при температуре минус 30 градусов аккумулятор способен отдать только 40% своей емкости. При этом, если аккумулятор уже не новый, и вы пару раз включите предпусковой подогрев на 45 минут, то существует высокий риск того, что вы не сможете завести свой двигатель. Давай, красавица моя. Как видим, для предпускового подогревателя существует риск просадки аккумулятора. При критически низких температурах зимой один запуск предпускового котла способен разрядить среднестатистический аккумулятор наполовину. Говорят, что гелевые аккумуляторы очень устойчивы к подобным нагрузкам. Чтобы это проверить, мы провели интересный тест. Создаем экстремальные условия для гелевой батареи, распилим ее пополам и посмотрим, сможет ли она запустить двигатель. Для наглядности устанавливаю лампочку, она будет индикатором жизни аккумулятора. Вот у нас аккумулятор подходит уже к ленточной пиле и начинается распил. Своеобразный звук, вот, да, пиления. Идет как по маслу. Ну, мы распилили аккумулятор пополам, а лампочка продолжает работать. Из него ничего не вытекает. В данный момент мы идем на улицу. Там у нас подготовлен автомобиль. Да, ты знаешь, я первый раз вижу, чтобы ничего из него не вытекало. Лампа до сих пор у нас горит, светится. Затягиваем клемму плюсовую. Далее одеваем минусовую клемму, тоже затягиваем.
Ну все, я затянул минусовую клемму. Теперь пробую запустить двигатель. Я такого еще ни разу не делал, когда половина аккумулятора. Ключ на старт. Запуск. Ну вот, как видим, на приборной панели машина завелась. Это шикарный гелевый аккумулятор. Я в шоке. Я такого в жизни не видел, что, разрезав напополам аккумулятор, можно запустить двигатель. Пацаны, это крутяк вообще. Видно, вот он, аккумулятор. Его ровно половина. Да, это класс. И причем он сейчас в данный момент даже заряжается, когда запущен двигатель. Класс. Гелевый аккумулятор отлично справляется с нагрузкой предпусковых подогревателей. Мы участвуем в одном проекте, там ребята собирают автомобиль, который должен эксплуатироваться в экстремальных условиях. Так вот, мы настояли на том, чтобы предпусковой подогреватель был подключен к отдельному гелевому аккумулятору. К этой же батарее подключались системы навигации, дополнительный свет рации, автономный отопитель. Так как батарея эксплуатируется в циклическом режиме, уже через год работы обычный аккумулятор потеряет 50% своей емкости, в то время как гелевая батарея сохранит свои характеристики. Как и обещали, сейчас мы покажем противодействие тому методу угона, который демонстрировали в начале ролика. Методика этих противодействий очень проста. Их две. Первая заключается в использовании механических кронштейнов, которые не позволят несанкционированно снять разъем с водительской или штурманской двери снаружи автомобиля. Вот так вот они выглядят и устанавливаются в течение 1-2 минут. Ссылка на товар будет в описании под видео. Второй метод электронный, заключается он в наличии микроволнового датчика, работающего по доплеровскому эффекту. Когда злоумышленник проникает в салон, срабатывает реакция на движение, и при этом блокируется двигатель, включается тревога, естественно, на машине уже дальше никуда поехать нельзя. Из вышеупомянутых наблюдений мы уже можем составить первое впечатление от примененных методов и девайсов. Однако еще рано делать выводы. Мы продолжим раскрывать зимнюю тему прогрева автомобиля в следующей серии, и для этого переместимся в сибирский регион, где, в отличие от московского, нас ожидает настоящий мороз. Напомним, что правильный подбор и профессиональную установку систем вы всегда можете произвести в сервисах угона НЕТ, расположенных на территории России и ближнего зарубежья. Если вам показался полезным наш репортаж, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока!